Если вы испытываете часто тревогу или находитесь в стрессе, то наверняка вы принимали успокаивающее средство. Афобазол. Препарат, который очень широко распространен на фармрынке Российской Федерации. Чем он полезен, каковы его сильные и слабые стороны, об этом в нашем ролике. Афобазол был разработан российскими учеными в 2000-х годах. Это действительно анксиолитик, то есть препарат, который снимает тревогу, уменьшает ее при стрессе. Его действующее вещество – фабаматизол. И действует он селективным образом на сигма-рецепторы, мелатонинергические рецепторы. Это если говорить о патофизиологии процессов. Но, проще говоря, фабаматизол или афобазол препятствует развитию тревожного расстройства. Собственно, в показаниях его так и прописано. Генерализованные тревожные расстройства, стрессы, неврозы, астения и так далее. Надо сказать, что препарат отпускается без рецепта. И вот здесь очень важный момент. Если препарат отпускается без рецепта в аптеке, у него нет никаких ограничений, как, например, у антидепрессантов или ряда других анксиолитиков, то есть средств, купирующих тревогу, это наводит на определенные мысли. Афобазол имеет очень мягкое, умеренное анксиолитическое действие. Он, конечно, не сравним по своей эффективности и действию с антидепрессантами. Любой из вас хватается за эту таблетку как за спасительный круг, когда вы находитесь в стрессе. В то же время, если мы посмотрим на доказательную базу этого препарата, то афобазол не исследовался в двойных слепых международных контролируемых исследованиях, которые имеют очень жесткий дизайн, протокол исследования. Да, существуют многочисленные работы на тему эффекта и безопасности афобазола, которые публикуются в российской печати. Но, повторяю, больших многоцентровых исследований проведено не было. Это, конечно, опять-таки наводит на размышления о том, насколько он эффективен и безопасен, потому что окончательный ответ по этому поводу мы можем дать только на основании серьезных исследований в области доказательной медицины. Если мы внимательно посмотрим на инструкцию по применению афобазола, то мы увидим гигантское количество показаний. Тут и нарушение сна, тут и тревога, тут и астения и много-много всего самого разного. Препарат не влияет на вождение за рулем, не вызывает сонливости. Вроде бы все классно, все здорово. Он не взаимодействует с другими лекарственными средствами, ну, за исключением, пожалуй, карбамазепина. Есть индивидуальные аллергические реакции, то есть и побочных-то эффектов мы вроде бы не обнаруживаем. То есть, пожалуйста, принимайте, и все будет здорово, и тревога уйдет. Но так ли это? К сожалению, очень часто в своей работе я сталкиваюсь с тем, что пациенты, у которых есть выраженные, тяжелые, генерализованные тревожные расстройства или депрессия, в которой очень ярко проявляется тревожный компонент, или пациенты с частыми паническими атаками, начиная с афобазола, так и остаются на этом препарате. Но, повторяю, у него не очень выраженный клинический эффект. То есть подавить тревогу, качественно подавить тревогу в тяжелых случаях этим препаратом весьма затруднительно. Вот когда вы испытываете легкую тревогу или находитесь в состоянии стресса после какого-то неприятного события или звонка телефонного, да, он может помочь. Но проблема в том, и, наверное, это главная проблема афобазола, что пациенты, цепляясь за него как за соломинку, при тяжелых психических нарушениях продолжают его принимать и вгоняют себя в тяжелые заболевания, в хронификацию этого заболевания, из которого бывает затруднительно выйти самостоятельно, и приходится прибегать к помощи невролога или психиатра. И здесь я вас призываю, внимательно отнеситесь к своему здоровью. Посмотрите, а помогает ли вам снять тревогу, как это описано в инструкции по применению на 5-7 день использования афобазола, этот препарат, или нет. Или у вас сохраняются панические атаки, и с тревогой вы ничего не можете сделать. В этом случае необходимо посоветоваться с врачом, а не заниматься самолечением, покупая тонны афобазола в аптеке без рецепта. И еще очень важный и неочевидный негативный эффект афобазола. Вы тревожитесь, беспокоитесь, но вы не идете к врачу, ведь у вас в руках спасительная таблетка. Да и рецепт не надо на него выписывать, на афобазол. Вы пришли в аптеку и сказали: дайте мне что-нибудь от тревоги. Вам дают афобазол. Все хорошо, все нормально. А вот проработать тревогу с психологом, психотерапевтом, то есть со специалистом, вам не удается. Вы не хотите этого делать, ведь у вас в руках золотая спасительная таблетка от тревоги.